Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу провести обзор своих цветочков и также глины своего холодного фарфора домашнего, чтобы вы могли видеть, что из этого получается, какие цветочки будут из этого фарфора. Поступил такой вопрос, и я хотела бы показать в деле, как он выглядит. Первое, что я для себя уяснила, мой холодный фарфор, он очень эластичный, поэтому если делать крупные цветы, то либо делать каркас прочный, либо делать маленькие цветы, потому что могут быть проблемы с тем, что листья и лепестки крупные могут обвисать. Вот, допустим, как у меня тюльпан, вот, пожалуйста, лист обвис, он до сих пор, год назад его делала, гибкий, но вот такой вот получается ерунда. Если, допустим, брать для корешков, это вообще незаменимая вещь. Видите? То есть очень эластично, очень живенько и натурально. Сейчас я буду готовить композицию в кофейной чашечке. Кофейная композиция, она будет маленькая, поэтому для меня нужны маленькие цветы, поэтому я вспомнила о своем холодном фарфоре. И вот покажу вам, какие цветочки. Вот, допустим, гортензия. Вот, пожалуйста. Мягкая, эластичная. Все что угодно можно с ней сделать, и остается такой же. Вот лепесточки я делаю на каркасике таком небольшом. Видно, насколько вот прожилочки все. Также будут у меня такая гортензия рябенькая тоже, розовенькая. Вот. Ну, лепесточки, если хорошо видно, чтобы очень эластичная. Вообще, я думаю даже, что с этого фарфора очень хорошо пошли бы такие цветочки для украшений, которые, допустим, в голову, либо брошки какие-то. Вот розочка, допустим. Вот розочка будет, либо вот гортензия будет хорошо смотреться тоже в композиции. У меня остался лист, но я его уже так замучила, показывая всем. 2 года ему уже с этого фарфора, но здесь без ваниша просто. Вот видите, все прожилочки. 2 года, вот я его уже просто настолько затрепала, что он уже порвался посередине. Но, как видите, вот ничего с ним не происходит. Вот я в композиции здесь, если по сравнению сравнить вот это из такого фарфора покупного, видите, вот гортензии лист, он не сгибаемый, то вот эти из моего фарфора, вот листья, пожалуйста, просто неудобно мне их доставать. Вот, скручиваешь как хочешь, по сравнению, допустим, с этими. Вот готовлю для себя. Вот будет композиция гортензия, розочки и сирень белая. У меня еще есть сваренных много рецептов, конечно, поэтому я буду тоже, здесь другой ингредиент есть, тоже очень простой. Я буду делать мастер-класс, я покажу вам. Это вот он тоже. Потом это то, что я показывала уже. Вот этот рецепт у меня. Здесь всего лишь клей, тапиоковый крахмал, крем и глицерин. Крем для рук. Я покажу, как он тоже. Вот как я вместе с тем варила. И до сих пор, как он. Вот он так сначала как бы ломается, как я показывала. А потом разминаешь, согревается. Здесь без стеарина. Даже без стеарина. Я покажу сейчас. Вот он не будет так вот тянуться.
Но я покажу то, что без стеарина, с одним клей, крахмал и глицерин. Крем так, четверка, вот. Он тоже насколько эластичный, это тоньше, а это совсем раскатала тоненько настолько, что как промокашка, и то тоньше, наверное. Вот это то, что касается вот этого. Вот с картофельным крахмалом покажу сейчас тоже. Очень нравится. Более тягучий. Так, это здесь у меня глицерин, вазелиновое масло, Johnson's Baby, стеарин и картофельный крахмал. Это у меня вот этот вот номер 1. Это более толстый, плотный. Это более тонкий лепесточек. Чтобы не было блеска на лепесточках, я когда беру вайнеры, я их именно картофельным крахмалом смазываю. Почему? Потому что картофельный крахмал высшего сорта, он дает такую прям как прозрачность, он такой дает вот как перламутровость, очень красиво получается. И вот если смотреть вот то, что лепесточек форму держит. Видите, форму держит. И это у меня здесь с ванишем. Он более белый, чем если брать вот без ваниша. Видно, да? По разнице в этом. Конечно же, я никого не призываю покупать именно такой клей, потому что, ну, если нет возможности, или это дорого обойдется, если заказывать, допустим, с другой стороны, то, может быть, оно и невыгодно будет. Но и я не призываю никого, потому что я это делаю для себя. Мне просто спросили и поинтересовались, из чего я делаю свои цветы, какой у меня рецепт моего фарфора. Я просто показала. А может быть, кому-то будет интересно. Может быть, кто-то любит химичить, делать какие-то испытания. Может быть, он даже с этого клея, с моего, он сделает более усовершенствованный какой-то фарфор. Поэтому, пожалуйста, я делюсь тем, что сама знаю, чем сама пользуюсь. Поэтому смотрите сами. Я просто не пользовалась даже теми, которые вот лакра, либо еще какие-то там показывают. Может быть, они даже еще лучше, чем этот клей. Хотелось бы попробовать, я все-таки попробую и со временем выставлю свое мнение по поводу тех клеев, которые так вот рекламируют. Но в отношении момента Столяр никому не рекомендую и не советую. Потому что в свое время, 6 лет назад, я как раз-таки именно начинала почти с них, но еще другие, конечно, были у меня. Я осталась недовольна именно вот этим D1, белая бутылка, которая оранжевая бутылка, которым я склеиваю все вот свои лепесточки, я пользуюсь им. Для склеивания он отличный, но для цветов он грубый, и у меня дубовые были цветы. А D3 я не пробовала, даже и пробовать не хочу, потому что понимаю, что это... Поняла для себя, что это не та серия. Если есть что-то проще и лучше, почему бы не воспользоваться тем, что вот можно, ну, как сказать, ей не переплачивать. Поэтому каждый выбирает для себя, что он хочет, как он хочет. Поэтому, если хотите, пробуйте. Желаю успехов вам. Буду очень благодарна, если поставите лайк, напишите комментарии. Всего доброго!